Привет, друзья! Знаете, как в Японии называют сотрудников, чья главная задача – медитировать на вид из окна? Нет, это не новая духовная практика, это кошикаки. Зачастую эти ребята – гуру корпоративного мира. По-русски их должность может звучать гордо, например, смотрящий в окно. А их работа, они смотрят в окно, иногда еще пьют чай и кивают на совещаниях, как будто понимают, о чем идет речь. Сегодня хочу рассказать вам об одной интересной практике, до сих пор распространенной в японской бизнес-среде. Это перевод провинившихся сотрудников на позицию косикаки. Косикаки по-японски это буквально стул для сидения или скамейка. Эта практика является частью уникальной корпоративной культуры Японии и направлена на сохранение гармонии и избегание публичных конфликтов. Вообще косикаки называют сотрудников, которые, как ожидается, ненадолго задержатся в компании. Например, речь может идти о молодых девушках, предполагается, что они выйдут замуж, потом у них появятся дети, и, соответственно, такие сотрудницы в скором времени покинут компанию. Но есть и вторая категория косикаки. Это довольно влиятельные менеджеры, о которых я сказал в самом начале. Именно о них и пойдет речь. Представьте, вы топ-менеджер или как минимум руководитель среднего звена, но после реструктуризации вас повысили до уровня подоконника. Теперь ваш офисный скилл – считать голубей на карнизе и определять, какое облако больше похоже на начальника отдела продаж. Перевод в косикаки используется как альтернатива прямому увольнению, которое в японском обществе считается крайне нежелательным из-за культурных норм сохранения лица и коллективной ответственности. Суть в том, что сотрудника, допустившего серьезную ошибку или нарушившего корпоративные нормы, формально не увольняют, но переводят на символическую должность. Он сохраняет зарплату, статус, но лишается реальных обязанностей, влияния на процессы и участия в принятии решений. Часто такие сотрудники оказываются изолированными. Их размещают в отдельном кабинете или на краю офиса, если это офис open space, где-нибудь у окна, где они проводят время без конкретных задач. В некоторых компаниях провинившихся заставляют выполнять бессмысленную работу, например, перекладывать бумаги или сидеть за пустым столом, чтобы морально додавить до добровольного ухода. Но почему же так происходит? Увольнение считается унизительным не только для сотрудника, но и для компании, так как нарушает гармонию, напомню, по-японски гармония ва, и демонстрирует неспособность руководства воспитать работника. Кроме того, традиционная система пожизненного найма «щущин-кою» предполагает долгосрочные отношения между работником и компанией. Даже в кризисных ситуациях японские фирмы стараются сохранить кадры, переводя их на менее значимые роли. Индивидуальные ошибки воспринимаются как провал всей команды, поэтому публичные наказания избегаются, чтобы не подрывать доверие внутри коллектива. Но для сотрудника, превратившегося в косикаки, последствия, конечно же, не очень хорошие, поскольку происходит потеря мотивации и, как результат, профессиональная деградация и эмоциональное выгорание. Многие сотрудники в итоге уходят сами, чтобы сохранить остатки самоуважения. Кроме того, в японском обществе работа – это ключевой элемент идентичности. Пребывание в статусе косикаки вызывает стыд и может негативно отразиться на репутации семьи сотрудника. Также, несмотря на сохранение зарплаты, такие сотрудники лишаются бонусов, карьерных перспектив и уважения коллег. Тем не менее, иногда косикаки выполняют важную функцию. Их часто назначают переговорщиками в тех случаях, когда с точки зрения компании переговоры не являются важными. Например, такое часто случается во время переговоров с иностранцами. У косикаки, которого назначили переговорщиком от японской стороны, может быть даже очень крутая визитка. Например, какой-нибудь вице-президент по чему-то там. Но этот человек не будет решать ровным счетом ничего. И тем не менее, общение с ним может быть очень полезным для иностранных представителей, поскольку этот человек прекрасно знает, как работает его компания, и если найти подход к нему, то можно получить много ценной информации.
В настоящее время практика кошикаки подвергается критике за расточительность ресурсов и демотивацию персонала. После экономического кризиса 90-х годов прошлого века многие компании начали отказываться от пожизненного найма и внедрять гибкие контракты. Под влиянием западных моделей менеджмента многие японские корпорации пересматривают подходы к управлению, сокращая сотрудников, которые не справляются со своими обязанностями. Кошикаки – это не просто дисциплинарная мера, а отражение глубинных ценностей японской корпоративной культуры – гармонии, коллективизма и избегания конфронтаций. Однако в условиях глобализации и меняющихся экономических реалий такие методы постепенно уступают место более гибким подходам, хотя элементы традиционной системы сохраняются в крупных корпорациях. Вообще этимология слова «кошикаки» для нас не чужда, поскольку у нас тоже есть выражение «просиживать штаны в офисе», которое также используют по отношению к неэффективным сотрудникам. Так что в следующий раз, когда захотите карьерного роста, помните, вершина может оказаться у стеклопакета. А вы к этому готовы? Да, и если вдруг ваш начальник смотрит в окно, возможно, он просто готовится к промоушену в кошикаки. На этом сегодня все. Всем пока.